Мама прислала мне старое видео на день рождения. Осколки прошлого собираются заново. Часть 3. Ситуация патовая. Я не могу ни уйти, ни остаться. И нет никого, кому можно было бы обратиться. А что если... Да, это моя последняя надежда. Что происходит с здравомыслящим человеком, когда его захлестывают волны безжалостного безумия? Невинное детское видео закончилось кровавой бойней. Обычные любящие родители оказались лживыми маньяками-убийцами. Земля метафорически уходит у меня из-под ног, оставляя хрупкую психику, кружась, катиться в непроглядную бездну. Да-да, в сильном стрессе я бываю склонным к философским размышлениям. Полагаю, что в более нормальных обстоятельствах это помогает успокоиться. Но тогда, сидя в крошечной хижине, баюкая на руках Дэйва, как маленького ребенка, и без конца прокручивая в голове слова мамы, я не чувствовал никакого облегчения, даже углубляясь в успокаивающий водоворот фатализма. Ситуация требовала быстрых действий. Быстрых, решительных, продуманных действий. А это точно не мое. Поэтому я сделал то, что, по моему мнению, сделал бы любой в такой ситуации. Позвонил старшему брату. Он бы знал, что делать. Во всех отношениях мы были полными противоположностями друг друга. Он такой харизматичный, спортивный, общительный, веселый. Вдову бы рассмешил на похоронах. И мог разрулить любое недоразумение, мелкое или не очень. Он точно помог бы, как делал уже 1000 раз. Избавлю вас от скучных подробностей. Был долгий разговор, в котором, если коротко, было много куча моих попыток отчаянно собрать слова в связанное повествование, и почти все неудачное. И много терпения Джастина, ждавшего, пока я закончу. Это все, что я знаю, устало пробормотал я. Знаю, в это сложно поверить, но, Джастин, клянусь, это правда. Повисла долгая, неловкая пауза. Я верю тебе, Джеффи. Наконец ответил он. Не знаю почему, но я тебе верю. С моих плеч будто свалился необъятный груз. И наконец-то я снова мог легко дышать. Все нарастающее напряжение в груди как рукой сняло. И мне даже показалось, что я улыбнулся. Ну или как минимум представил улыбку. По неясной причине я часто такое проделываю. Представляю всякое вместо того, чтобы делать это на самом деле. Как будто одной мысли уже и так достаточно. И что теперь? Просто подожди, Джеффи. Ответил он. Я свяжусь с полицией, все им объясню. А ты пока отдохни немного, никуда не уходи. Я позвоню, когда будут новости. Я оглядел тесную темную хижину. Там не было буквально ничего, кроме дивана, пары разваливающихся шкафчиков и чугунной плиты. Ага, так и сделаю. Джастин, поторопись, пожалуйста, ладно? Ты же знаешь, я не люблю ожидания. Так и будет, Джеффи, так и будет. Успокаивающе проговорил он и повесил трубку. Еще некоторое время я сидел в темноте, уставившись в пустоту, пытаясь осмыслить произошедшее. Ничто больше не имело смысла. И я с трудом мог представить, как что-то снова может его обрести. Будто вся моя жизнь вдруг оказалась иллюзией, невероятно сложным фокусом. А я сам несчастным белым кроликом, засунутым в шляпу, скрытым в темноте от отвратительной реальности. Наверное, в какой-то момент я задремал, рухнул в изнеможении. Мне что-то снилось. Помню, что плавал в реках крови, но не хотелось бы вдаваться в детали, вы понимаете. Это не помогало справиться с тревогой и не помогало оставаться в своем уме. Я проснулся весь в поту, с болью осознав, что телефон снова вибрирует. Я проспал не меньше 12 часов, хотя казалось, что прошла всего минута. Но яркие лучи солнца, ослепившие меня, развеяли сомнения. Все мое тело было разбито и болело, будто после аварии. И только несколько мгновений спустя я вспомнил, что да, именно это со мной произошло. «Джастин?» – невнятно пробормотал я. «Ты все уладил? Я могу вернуться домой?» Нет ответа, только тишина. Я терпеливо прождал секунд 30, время от времени проверяя, идет ли звонок. «Джастин?» «Джеффи», – проговорил Джастин дрожащим голосом. «Тебе нужно оставаться на месте, хорошо? Не двигайся, слышишь? Помощь уже в пути». Смущенно пробормотал я. Я не понимаю, они нашли папу? Они нашли маму? Она в тюрьме? Я разыскал Дэйва, дремлющего на ярком солнышке за диваном, и осторожно взял его одной рукой. Полагаю, что он был для меня чем-то вроде антистресс животного. С ним на руках мне всегда было спокойнее. О, черт. Голос Джастина звучал надтреснуто, будто он плакал или старался не заплакать, что очень взволновало меня. Джастин никогда не плакал. Они нашли Джену в доме наших родителей. Они говорят, она мертва, Джеффи, убита, зарезана, вся в крови. Все в крови, вокруг одно долбанное кровавое месиво, вот черт. А мама? Они нашли маму? Сбежала, исчезла. Вздохнул Джастин. Но это еще не все, Джеффи. Ребенок Джемми, черт, ребенок тоже пропал. Его нигде не было. Пробормотал я. Это нехорошо, так? Нет, Джеффи, это совсем нехорошо.
хорошо. В голосе Джастина отчетливо слышалось легкое раздражение. Послушай, копы хотят с тобой поговорить. Это очень важно. Джеффи, просто, пожалуйста, оставайся на месте. Не убегай. Ты будешь выглядеть виноватым, если пустишься в бега, Джеффи. Хорошо, но почему? Почему мне нельзя просто вернуться домой? Я же ничего не сделал. Я могу показать им видео, доказать, что это сделала мама. Оставайся на месте, слышишь? Строго сказал Джастин. Просто сиди, где сидишь. Я сообщил им твое местоположение, Джеффи. Они хотят опросить тебя. Ничего не делай. Да, конечно, сказал я, уставившись на Дэйва, силясь понять, что происходит. Я тогда просто посижу с Дэйвом. Думаю, да. Да, конечно, посиди с Дэйвом. Оставайся на месте с Дэйвом. Вздохнул он. Я скажу им, хорошо? Да, спасибо, Джастин. Скоро поговорим. Он повесил трубку, оставив меня снова тонуть в бездонных пучинах тревоги. Я знал, что могу доверять Джастину, но еще инстинктивно всегда знал, когда он лжет. Если отбросить пустые слова, весь разговор сводился к тому, что он хотел убедить меня быть спокойным и послушным. Он не хотел, чтобы я нервничал, волновался и сходил с ума. Но на этот раз дело было не только в этом. На этот раз я был уверен, что он поверил мне. И что еще хуже, что он доверял мне. Откуда мне было знать, что именно сказали в полиции ему и что он сказал полиции? Поэтому, ведомый своим лихорадочным разумом, я сделал прямо противоположное тому, что он приказал. Быстро собрался и ушел. Схватил ноутбук, Дэйва и, спотыкаясь, побрел в лес, не имея ни малейшего представления, где я нахожусь. Добавьте сюда мой топографический кретинизм и получите одного сбитого с толку Джеффи, беспечно идущего навстречу катастрофе. Оглядываясь назад, хочу сказать, что я чудом не свалился без сознания где-нибудь в глуши. Я не осознавал, насколько много крови потерял, пока не оглядел свою рваную пижаму в ярком солнечном свете. Вся она была буквально залита кровью. Весь я. С ног до головы. Багровое чудище, шатающееся по лесу. В человеческом теле ведь всего несколько литров, так? Уверенно знаете сколько. Я вот нет. Пока я бродил там по лесу, в голову лезли всякие мысли из самых темных уголков разума. Возвращались воспоминания, о существовании которых я и не подозревал. Я все глубже и глубже погружался во времена своего детства. И помнил о нем так странно, немного. До 6 лет сплошной белый лист, да и после одни обрывки. Короткие вспышки и осколки памяти. Разве это не странно? Дэйву вроде как понравилось вылизывать мою одежду. И в такой приятной компании, возможно, он и правда мой кошачий ангел-хранитель. Мне каким-то образом удавалось поддерживать неплохой темп. Меньше всего сейчас мне хотелось демонстрировать людям свое зрелищное появление. В качестве зловещего хэллоуинского пугала. Поэтому, наткнувшись на большую дорогу через несколько часов, я сколько мог продолжал идти вдоль нее за деревьями. К счастью, на окраине города улицы были более-менее пусты. Стоял поздний вечер, и окутанный тенями, бесшумно прокрадываясь от угла до угла, я смог таки добраться до своих апартаментов, незамеченный никем, кроме бродяги по имени Ларс, хотя он, вероятно, видел в своей жизни и более страшные вещи. Так что моя окровавленная персона не особо его беспокоила. Он только лениво кивнул, когда я грациозно проскользнул мимо. Я толкнул дверь и облегченно выдохнул. Душ, чистая одежда, еда, сон. Обычные радости, которые мы принимаем как должное. А как же чудесно вновь до них добраться, будучи лишенным этого хотя бы на день. Я спустил Дэйва с рук, поблагодарил его за все, что ему пришлось вытерпеть ради меня, поставил ноутбук и отправился в душ. Я был на полпути в ванную, когда заметил запах. Я назвал это «заметил», но на самом деле он резко ударил мне в ноздри. Да так, что я мгновенно сложился пополам, пытаясь выблевать легкие. А они в ужасе забились за другие органы. Поток воспоминаний захлестнул меня, пока я валялся на полу, хватая ртом воздух. Но все они казались такими фальшивыми. Будь то случились с кем-то другим. Тошнотворный хоровод криков, потоков крови, смерти, слез, боли и мучений. Кое-как спотыкаясь, я все-таки поднялся на ноги и включил свет. Открывшееся зрелище заставило меня снова рухнуть на пол. В ванной была какая-то штука. Когда-то это было человеком, это точно. Теперь он превратился в ассорти из кусков плоти, не меньше дюжины конечностей, органы, кишки, плавающие в луже крови и других внутренних жидкостях. Я приложил все усилия, чтобы выползти из ванны и захлопнул дверь. Следующие 5 минут я сидел на полу, тяжело дыша. В моем сознании навеки отпечатался образ. Голова, лицо, дрейфующее в пруду гниющих останков, как гротескная пародия на резиновую уточку. Лицо, которое я сразу узнал. Лицо, которое я так часто видел раньше. Это была она, моя мама. Я в панике вцепился в телефон, зная, что сейчас могу позвонить только одному человеку. Но наткнулся на кучу пропущенных звонков и непрочитанных сообщений. Все от Джастина. И как я не заметил. Я открыл сообщения одно за другим и с всевозрастающим страхом прочитал их. «Ты еще там? Копы сейчас будут. Никуда не уходи. Они уже должны быть рядом. Не двигайся с места. Оставайся там, Джеффи. Они внутри. Не могут тебя найти. Где ты?
Оставайся на месте и позвони мне. Где ты, кусок дерьма? Я же сказал тебе оставаться на месте. Где ты? Тебе не жить, ублюдок. Я найду тебя, Джеффи.